Канал юриста Валерия Табакова представляет дело Зинченко. Какое решение должен вынести суд? Коррупция и несправедливость и уроки прошлого. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Вы на моем YouTube-канале, где мы разбираем резонансные и сложные судебные дела. Сегодня мы опять возвращаемся к делу Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Делу, которое вызывает массу вопросов, эмоций и споров. В прошлых выпусках мы подробно анализировали следственный эксперимент, показания свидетелей и экспертизы, выявив множество противоречий. Ссылки на это видео вы увидите в описании и обязательно их посмотрите. Сегодня, друзья, я поступлю по-другому. Сегодня я поставлю себя на место судьи и объясню, какое решение должен вынести суд, если следовать букве закона. Но это еще не все. Мы смоделируем два сценария. Справедливый приговор, основанный на доказательствах, и приговор под коррупционным давлением. Также я приведу реальные примеры неправосудных решений из прошлого, чтобы показать, к чему приводит отступление от закона. В конце мы затронем важный принцип из теории государства и права. Если право не работает, споры неизбежно решаются силой и неправдой. Это серьезный сигнал для всех нас, поэтому берите чашку чая, устраивайтесь поудобнее, давайте разбираться вместе. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, комментируйте, распространяйте это видео. Поехали! Для тех, кто только присоединился, напомню суть дела. Вячеслава Зинченко обвиняют в убийстве Ирины Фарион, известной общественной фигуры. Следствие утверждает, что он, будучи человеком в панамке и очках, выстрелил в Фарион с расстояния 1 метра 10 сантиметров во дворе дома на Масарика 3 в городе Львов, где проживала Фарион. Что мы выяснили ранее? Следственный эксперимент от 23 июля 2024 года утверждает, что выстрел был с близкого расстояния, но судебно-медицинская экспертиза не обнаружила микрочастиц пороха на теле потерпевшей, что противоречит этой версии. Свидетели Дума и Бабюк не видели момента выстрела. Их показания о человеке в панамке и очках, убегающем с места происшествия, это предположение, но не факт. Экспертизы, портретная, генетическая, адерологическая, имеют серьезные недостатки, от процессуальных нарушений до сомнительных методик. Например, ДНК Зинченко появилась только после 3-го смыва одного и того же стула, а портретная экспертиза ненадежна из-за 65% маскировки лица подозреваемого, не говоря уже о собаках, которые нюхали или не нюхали. Видео этих понюшек мы не видели. Поэтому все эти экспертизы, так сказать, вилами по воде. Друзья, как юрист я всегда говорю, в уголовном процессе нужны железные доказательства, а не домыслы. И сегодня я покажу, как должен выглядеть приговор суда, если следовать закону.
Но сначала разберем, на каких принципах основывается решение суда. Как судья я обязан руководствоваться Конституцией Украины и Уголовным процессуальным кодексом. Ключевой принцип – презумпция невиновности. Статья 62 Конституции Украины. Это значит, что Зинченко считается невиновным, пока его вина не доказана за пределами разумного сомнения. Статья 17 Уголовного процессуального кодекса подчеркивает, все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Моя задача, как судьи, оценить, достаточно ли доказательств, чтобы признать Зинченко виновным в убийстве. Если доказательства шаткие, противоречивые или косвенные, приговор должен быть оправдательным. Давайте применим эти принципы к делу и разберем, какое решение я бы вынес в справедливом суде. Итак, я, Валерий Табаков, выступаю в роли судьи. Рассмотрим доказательства, шаг за шагом. Следственный эксперимент. Следствие утверждает, что выстрел был произведен с расстояния 1 метра 10 сантиметров. Но судебно-медицинская экспертиза не обнаружила микрочастиц пороха на теле Фарион. Ни на коже, ни на волосах. Если бы выстрел был сделан с такого расстояния из пистолета типа Макарова, пороховая татуировка была бы неизбежна. Это противоречие делает выводы следственного эксперимента недостоверными. Как можно доверять реконструкции, которая противоречит научным данным? Это серьезный удар по обвинению. Показания свидетелей. Свидетели Дума и Бабюк находились на расстоянии 30 и 17 метров соответственно. Они не видели момента выстрела. Дума заметил черный предмет в руках убегающего, но не утверждает, что это было оружие. Бабюк предполагает, что человек в панамке и очках выстрелил. Но это лишь ее гипотеза. Никто не видел, как стрелявший целился или стрелял. Друзья, представьте себя присяжными. Можете ли вы осудить человека на основе предположений? Я – нет. Показания свидетелей – это косвенные улики. А для обвинительного приговора нужны факты. Экспертизы. Портретная экспертиза. Лицо человека в панамке и очках закрыто на 65%, что делает идентификацию ненадежной. К тому же фотография была получена с нарушением процессуальных норм. Копирование в порядке осмотра вместо выемки. Это лишает экспертизу юридической силы. Генетическая экспертиза. ДНК Зинченко появилась только после 3-го смыва стула, хотя 2 предыдущих были отрицательными. Это вызывает подозрение в фальсификации. Зачем проводить столько экспертиз, если первые 2 уже дали отрицательный результат? Адерологическая экспертиза. Отсутствие видеофиксации, сомнения в сроках сбора запахов и возможное влияние хозяина собаки на результаты делают эту экспертизу несостоятельной. Не говоря о том, что в международной практике адерологические экспертизы практически не применяются. Ни одна из экспертиз не доказывает, что Зинченко
стрелял. Они лишь подтверждают, что он мог быть во дворе. Но это не доказательство убийства. Решение суда. На основании представленных доказательств я, как судья, выношу следующий приговор. Вячеслав Зинченко оправдан по обвинению в убийстве Ирины Фарион в связи с недостаточностью доказательств, подтверждающих его вину за пределами разумного сомнения. Обоснование. Отсутствие прямых доказательств, никто не видел, как Зинченко стрелял. Противоречие в следственном эксперименте, отсутствие микрочастиц пороха опровергает версию о выстреле с 1 метра 10 сантиметров. Ненадежность экспертиз, процессуальные и методологические нарушения делают их юридически несостоятельными. Презумпция невиновности, сомнения в виновности Зинченко трактуются в его пользу. Я также рекомендовал бы следствию продолжить расследование, чтобы устранить противоречия и найти новые доказательства. Но на текущий момент обвинительный приговор невозможен. Друзья, согласны ли вы с таким решением? Пишите в комментариях, что думаете. А теперь давайте представим, как могло бы выглядеть решение, если суд под коррупционным давлением. Моделируем ситуацию, где на суд оказывается коррупционное давление. Увы, в нашей украинской реальности это не редкость. И я как юрист не могу игнорировать эту проблему. Представим, что на судью давят заинтересованные лица, будь то политические силы, общественное мнение, потерпевшие или финансовые мотивы, чтобы Зинченко был признан виновным, несмотря на слабую доказательную базу. Предположим, что судья получает указания сверху или финансовые стимулы, чтобы вынести обвинительный приговор. Это может быть связано с желанием быстро закрыть резонансное дело, успокоить общественность или выполнить политический заказ. Под таким давлением судья может проигнорировать противоречия в доказательствах и вынести обвинительный приговор. Решение суда. В этом случае я, как судья, поддавшийся коррупционному влиянию, мог бы вынести следующий приговор. Вячеслав Зинченко признан виновным в убийстве Ирины Фарион и приговорен к пожизненному заключению или иному строгому наказанию, предусмотренному частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Манипулятивное обоснование. Судья акцентирует внимание на косвенных уликах. Присутствие Зинченко во дворе, подтвержденное генетической и адерологической экспертизами, трактуется как доказательство его причастности. Портретная экспертиза, несмотря на ее ненадежность, представляется как достаточная для идентификации. Противоречия в следственном эксперименте и отсутствие микрочастиц пороха игнорируются или объясняются техническими ограничениями экспертизы. Показания свидетелей интерпретируются как подтверждающие вину, хотя они не содержат прямых доказательств. Последствия такого решения. Несправедливость.
человек осужден без достаточных доказательств, что нарушает его права и подрывает доверие к судебной системе. Общественный резонанс. Обвинительный приговор может временно успокоить общественное мнение, но в долгосрочной перспективе вызовет протесты, если правда вскроется. Подрыв правосудия, коррупция в суде разрушает веру граждан в закон, усиливая недоверие к государственным институтам. Друзья, страшно представить, что такие решения могут приниматься под давлением. Как вы думаете, насколько часто коррупция влияет на судебные процессы? Делитесь своими мыслями в комментариях. Чтобы показать, насколько опасны коррупционные решения, давайте обратимся к реальным примерам неправосудных судебных решений. Эти случаи иллюстрируют, что происходит, когда суды поддаются давлению или игнорируют закон. Пример первый. Дело Павла Шеремета. 2019-2020 годы. Украина. В 2016 году известный журналист Павел Шеремет был убит в результате взрыва автомобиля в Киеве. В 2019 году полиция задержала 3 подозреваемых: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Следствие утверждало, что они причастны к убийству, но доказательства были крайне слабыми. Экспертизы не подтверждали их вину, а показания свидетелей были противоречивыми. Несмотря на это, подозреваемых держали под стражей, а дело сопровождалось общественным и политическим давлением. Общество требовало найти виновных, и следствие, возможно, поддалось этому давлению, а не сосредоточилось на поиске истины. В итоге дело развалилось из-за отсутствия доказательств. Но подозреваемые провели месяцы в СИЗО, а реальные виновники так и не были найдены. Что это, если не пример того, как давление может привести к несправедливости? Пример второй. Дело Олеся Бузины. 2015-2019 годы. Украина. В апреле 2015 года писатель и журналист Олесь Бузина был застрелен возле своего дома в Киеве. Вскоре были задержаны 2 подозреваемых: Андрей Медведько и Денис Полищук, которых обвинили в убийстве. Однако доказательная база была слабой. Экспертизы не давали однозначных доказательств их вины, а дело сопровождалось сильным политическим и общественным давлением из-за поляризующих взглядов Бузины. Подозреваемых держали под стражей, но дело затягивалось, а обвинения основывались на косвенных уликах и общественном резонансе, а не на фактах. В 2017 году подозреваемых выпустили под домашний арест, а дело так и не привело к осуждению виновных, что вызвало недоверие к судебной системе и обвинение в политизированности процесса. Этот случай стал примером того, как давление общественности и политические мотивы могут искажать правосудие, оставляя реальных виновников на свободе. Друзья, эти дела показывают, что коррупция и давление не просто слова. Это реальные жизни, которые ломаются
из-за несправедливых решений. А теперь давайте вернемся к делу Зинченко и подведем итоги. Итак, мы рассмотрели два сценария. В первом – справедливый суд, где Зинченко оправдан, потому что доказательств его вины нет. Во втором – коррумпированный суд, где он осужден под давлением, несмотря на шаткую доказательную базу. Примеры дел Шеремета и Бузины показывают, что такие сценарии не просто гипотезы, а реальность, с которой мы сталкиваемся. Какой суд мы хотим видеть? Тот, который защищает справедливость, или тот, который поддается давлению? Я, как юрист, верю, что наша судебная система должна служить истине. Но для этого нужны независимые суды, честные следователи и активное общество, которое следит за такими делами. Друзья, это дело пример того, как важно быть внимательным к деталям и требовать от следствия железных доказательств. Если вы хотите, чтобы справедливость восторжествовала, делитесь этим видео, обсуждайте его с друзьями и следите за новыми выпусками. В следующих видео мы разберем заседание 27 и 28 мая 2025 года, чтобы понять, как развивается дело. Дело Зинченко – это тест для нашей судебной системы. Мы увидели, что доказательства в этом деле шаткие, а коррупция может исказить правосудие. Примеры дел Шеремета и Бузины напоминают нам, что несправедливое решение – это не просто ошибка, а удар по доверию к государству. И здесь я хочу напомнить важный принцип из теории государства и права. Главная функция государства – защита права. Если право не работает, если суды поддаются коррупции, а доказательства фальсифицируются, то спорные вопросы в обществе неизбежно начинают решаться силой. Это путь к хаосу, а не к справедливости. Мы не должны этого допустить. Судебная система должна быть независимой, а истина доказанной. Я верю, что вместе мы можем требовать справедливости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео. Если хотите, чтобы такие разборы продолжались, пишите в комментариях, какое решение вы бы вынесли и сталкивались ли вы с примерами коррупции в судах. Ваше мнение важно. С вами был юрист Валерий Табаков. До встречи в следующем выпуске.